Всем привет, с вами Катя и Саша. Это проект Freefem Krav Maga. Сегодня с вами мы поговорим об одной распространенной угрозе. Это удушение спереди. Когда мужчина вас душит двумя руками, хватает за горло, это может быть близко, это может быть дальше, это может быть сильно. Он может продавливать ваш кадык, он может вас доминировать, просто немножко не давать дышать. Немножко различаются угрозы, но решение в принципе одно. Если у нас дистанция вот такая. И мы покажем вам какое. Ну что ты думаешь? Ты что думаешь? Где ты была? Можешь сказать мне? Где ты была? Где ты была? Мы с вами уже знаем, как бить колено в пах, и мы знаем, как бить удар руками молоток. Эти два удара мы будем использовать в технике, когда нам надо освободиться от удушения спереди. На самом деле, если разбивать эту угрозу на составляющие, то проблемы две. Первое – это то, что у вас вам ломают шею. Вы не можете дышать, вы не можете говорить. Пройдет немножко времени, и вы уже не сможете жить. И вторая проблема – это чувак, который делает это удушение. Вы решаете эти проблемы по мере важности. Потому что прежде всего вам нужно что сделать? Освободить шею и начать дышать. Когда вас душат? Натуральная реакция на удушение – это сорвать руки вот таким движением, как чтобы начать дышать. Это бесполезное движение, и здесь Krav Maga идет против своих принципов немножечко. Один из главных принципов – это движение, приближенное к натуральному, и подменяет ваши натуральные рефлексы вот эти вот на правильные. Когда срыв не получается, это нормальная история. Его задача, если не сорвать руки, то дать вам на полсекунды больше, чтобы чуть-чуть хотя бы ослабить, чуть-чуть отвлечь. Потому что, как пишут нам в комментариях, в 90% случаев удар в пах не работает, потому что мужик к нему готов. Как выполняется срыв? Мы вспоминаем движение из 80-х. Раз, два, руки шире, ноги шире. По сути, это то, что нам нужно сделать. Нам нужно поставить локти перпендикулярно. Здесь пальцы собрать. В лодочке. В лодочке. Здесь собрать пальцы и рвануть локтями назад, тоже перпендикулярно. То есть вот таким вот движением. Вот таким. Локти, грудные мышцы подключаются. Мы подключаем спину, грудь, все. В этот момент мы должны прям почувствовать, как мы со всей силы дергаем руки. Очень важно собрать все пальцы вместе, потому что только в этом случае вам гарантировано нормальное усилие, передача усилий на руки душителя от всех мышц. Если пальцы не вместе и большой палец стоит от остальных, то у вас разжимается рука и срыва не выходит. Вы дергаете руки, и руки расходятся, а душитель остается. Мы должны подхватить руками его большие пальцы вот здесь, вот так. Вот они, раз и два. И тянуть из этого места, как бы разрывая. Работаем всей рукой, всем телом против, по сути, одного пальца. Его немножко выламываем. Еще раз, в каком месте мы держим? Мы подхватываем под большой палец и одной рукой, и второй рукой. Вы видели только что произошло. Я действительно начал душить Катю. Срыв у нее в какой-то момент не сработал, но в этот момент я был очень увлечен в процесс. И тут мы переходим к следующему чекпоинту этой техники. И все-таки удар колена в пах. Для чего он нам нужен? Он нам нужен для того, чтобы переключить внимание. Вообще в Krav Maga очень многие техники построены на переключении внимания. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Очень сложно, когда у тебя здесь что-то не получается и прилетает что-то в пах, в твое главное достоинство для мужчины. И потом, когда там что-то болит, думать, что происходит вокруг, очень сложно. Одновременно, вместе со срывом, мы выполняем удар в пах. Получив удар коленом в пах, он сразу может
сложиться таким образом, что его голова прилетит в лицо защищающейся женщине. В момент срыва мы прижимаем подбородок к груди или хотя бы наклоняем голову немножко вперед, выставив лоб под возможный удар. Таким образом, не человек ударит нас лбом в лицо, а сам ударится своим лицом об наш лоб. Мы уже сорвали его руки, и это его разозлило. Сорвали его план. Мы сорвали его планы. Мы ударили его коленом в пах или куда-то в ту область. Бедный кукусик. И этого его разозлило еще сильнее. Но мы еще не нанесли ему ни одного удара. Мы нанесли один удар, но одного удара всегда мало. Мы, по сути, еще не сделали ему ничего страшного. Не обслужили его информационно. По сути, сейчас момент, в который он через несколько секунд разъяренный кинется на нас. И страшно себе представить, что он будет с нами делать. Нам нужно несколько молотков. Точно. Молотки мы делаем классические. В любое место, куда попадем, это может быть лицо, это может быть затылок, где шея. Шея, где вот он будет в этот момент, туда мы и фигачим его со всей силы. Давай, детка. Несколько хаммеров, это будет вот такой вот человек. Он может потерять равновесие, но в этом ему надо помочь. После нескольких молотков вы толкаете чувака и убегаете. Убегаете – это ключевой элемент любой техники. Обратите внимание, я знаю, что будет, но если толчок происходит в голову, то очень сложно сопротивляться, когда тебя всем телом толкают, пальцы прилетают в глаза, и вообще там создается большой рычаг неприятный на шее, ты просто не можешь не отлететь назад. Привет. С вами были Саша и Катя. Всем пока. Самое важное, чем заканчивается каждая техника крав-мага. Толчок, он должен обосраться. Саша!